Всем привет, с вами Дэн и луч. Причем не просто луч, а, на мой взгляд, самый главный луч, а именно однострелочник. Давненько, по-моему, последний раз где-то лет 7 назад был однострелочник на канале. С тех пор много воды утекло, и очень интересно показать вам и самому разобраться, что же теперь такое луч однострелочник, да? Давайте по комплекту. Коробочка, я смотрю, не меняется за последние годы у луча. Здесь паспорт. Эти часы я получил в подарок, поэтому они у меня в коллекции навсегда останутся. Значит, и буду носить их и рассказывать вам, что с ними произойдет, например, через год. Механизм здесь мануфактурный 18011N. Да, значит, свеженький, 24 год, 12 марта, номер партии, все здесь есть, водозащита, нержавейка по корпусу, это хорошо. Кстати, механизм 18011N это самый небольшой у луча по размеру механизм, да, по диаметру, и 38 часов запас хода. Ну и здесь вот они пишут, значит, 2 стрелки могут иметь эти механизмы, да, ну 15 камней. Точность, конечно, здесь адская, паспортная, минус 40 плюс 85, но это паспортная точность, здесь нужно, конечно же, понимать этот момент. Реально она обычно лучше, и мы же с вами говорим про однострелочник, поэтому да какая разница, какая там точность, если здесь всего одна стрелка, и время мы понимаем, ну, плюс-минус где-то в районе. Ведь смысл однострелочника, он как раз не в том, чтобы понимать, сколько сейчас время, или видеть секунды, тем более. Хотя такие однострелочники есть, например, Варио, который я вам показывал. А смысл однострелочника в том, что, во-первых, это стильно, а во-вторых, что называется, вы никуда не спешите и можете позволить себе быть вот таким немножечко легкомысленным или задумчивым. В общем, классика однострелочников. И в мире, в принципе, вот, например, лично для меня существует два бренда, которые вот известны, знамениты своими однострелочниками. Это, конечно же, Луч белорусский и это Мастер Зингер немецкий. Мастер Зингер гораздо более молодой бренд, и вот, ну, для меня эти два бренда именно ассоциируются с лучами. Я эти часы, признаюсь, один день уже носил, поэтому здесь немножечко это видно по ремешку, и пленки все снял. Так здесь сверху, снизу пленка, ну, как-то вот так получилось. Захотелось поносить и потом уже отснять видос, поэтому здесь вот этот момент учитывайте. Значит, эта модель вышла примерно, ну, представлена была примерно где-то года 3 назад. Он называется однострелочник 3.0. Разные версии однострелочников уже у луча, но в принципе в целом это все та же модель. Несмотря на то, что за последние годы у луча вышло огромное количество новинок, там уже теперь откровенные хомажи появились, уже какие-то версии такие с тематикой Беларуси, много чего интересного, я вам показывал некоторые модели, но, честно говоря, для меня они все вот не зашли, вот не мое, для меня луч однострелочник. Может быть, хотелось бы, чтобы они делали что-то больше, как-то развивали именно эту линейку, но тут опять же понятно, что немножко это ограничено механизмом, потому что если во всех других, там, ну в большинстве других они уже ставят что-нибудь стороннее, то однострелочник это вот именно механизмы от луча. И для меня это ценно, потому что я же ведь хочу мануфактуру, и здесь как раз таки мануфактура. Всегда обожал луч, всегда его любил, но вот как я напомню, однострелочники. Может быть, именно поэтому Минский часовой завод никогда ко мне не обращался, никогда ничего не давал на обзор. В общем, как-то с ними отношения не сложились. Ну, да ладно. Я вам и сам, как видите, иногда все-таки лучи и показываю, потому что интересно, сам покупаю, либо вот получаю в подарок. Значит, это версия с белым циферблатом, и причем интересный белый циферблат, он с такой вот некоторой, значит, такими фактурой, да, точечки, это все печатное, весь циферблат, естественно, печатный, но вот выглядит он немножко по-другому, может быть, не так скучновато, если бы это был чисто белый циферблат, такой черно-белый, да. А здесь он тоже сдержанный, но есть какая-то вот такая вот игривость небольшая. Хотя какая игривость здесь? Черно-белые часы, черная стрелка, черный ремешок, все максимально строго. Как многие, кстати, любят на канале.
Значит, 30 метров водозащита, корпус стальной, и это прям хорошо. Механизм мануфактурный, здесь можно немножечко капельку посмотреть, вот тут открытый баланс. Он, естественно, на ручном подзаводе, никакого нет здесь автоподзавода. И это, конечно, прям лайк, и мы вот кое-чего здесь видим, вот эту вот красотулечку. Значит, минеральное стекло, ну, к сожалению, наверное, да, минеральное, немножко оно выпуклое. Ремешок кожаный идет, и цена примерно 11,5 тысяч рублей у этих часов. Давайте сразу, кстати, забабахаем с вами размеры, потому что для этих часов, конечно же, это важно. Ну, здесь меньше, чем 38, 37,6 я насчитал. Высота, с учетом того, что стекло чуть выпуклое, 11, ну, даже чуть меньше 11 миллиметров. В общем, ну, наверное, еще где-то 1 миллиметр это стекло и занимает. Ремешочек, что там, 18, наверное, да? 20. И от ушка до ушки, ушки здесь длинненькие такие, да, по немецкому стилю, 46,4. То есть часы, в принципе, небольшие, но за счет того, что ушки у нас достаточно длинные, видите, на моем запястье 18,5 в обхвате, ну, вполне себе вот такая классика, как мне нравится. Вот если что-то такое небольшое, то хочется, чтобы ушки были чуть побольше, и часы тогда смотрелись гармонично на моем запястье. Это вот именно лично мое мнение. Да? Понятно, что если у вас крупное запястье, то там уже эти часы будут мелковаты. Если оно у вас небольшое, то вы, наверное, захотите что-то поменьше по ушкам. Но мне кажется, здесь пропорции весьма и весьма выверенные. Корпус полностью полированный. Естественно, в эту цену мы не ожидаем какой-то потрясающей полировки, но она вполне себе приятно выглядит. Небольшая заводная головка, здесь есть даже логотип луча. Она маленькая, управляться ей не так удобно, но с учетом размера корпуса она такая, какая и должна быть. Да и плюс, ну что тут управляться, мы здесь их подзавели, настроили и довольные, радостные пошли. Какой-то системы замены браслета здесь, конечно, нет. На задней крышке указан механизм, здесь по-белорусски уже все указано, все характеристики, да, коллекция однострелочник. И, ну, собственно, и все, да. И стопроцентная шкура. Кожа, да, точнее, стопроцентная. Значит, что такое однострелочник? Это когда у нас есть одна стрелка, которая отвечает, собственно, и за часы, как бы, и за минуты. Потому что, как видите, разметка 12 часов, и вот этот каждый такой отрезок, здесь даже они специально его указали цифрами, да, чтобы поудобнее было первый раз, если вы сталкиваетесь с однострелочником. Вот здесь у нас, да, 10, 20, 30, 40, 50. То есть глобально мы что видим? Вот это часы, да, большие метки, а между ними мы видим вот эти как раз такие разметочку 10, 20, 30, 40, 50 минут. Ну и в принципе, если уж вы совсем заморочились, то видите, вот на следующем и на всех остальных делениях уже каждое деление разделено на две части. То есть в принципе 5 минутки мы засекать можем. И отсюда мы как раз сразу понимаем, что точность механизма, с учетом того, что мы видим только глобально, ну там 5 минуточки, да, вообще пофигу какая. Плюс-минус сейчас 8 часов, да, 8 часов 5 минут. Ну и ладно. Мы же не на самолет опаздываем, правильно? Мы же в самолет не будем брать однострелочник. Хотя, с другой стороны, возможно, как раз и стоит вот брать, чтобы сидеть и спокойно по красоте никуда не спешить. Мне нравятся однострелочники эстетикой, да, вот этим необычным отображением времени. И в целом вот есть, как бы, ну, это очень стильные часы всегда. Согласитесь, эта модель выглядит классно. Я знаю, что сейчас мне огромное количество людей напишут, что так быть не должно. В часах должны быть часы, минуты, обязательно секунды и, конечно же, дата. Да? И желательно всего побольше. Но я с этим не согласен. Лаконичные часы — это классно. И более того, классно, когда у нас есть разные часы. Разных размеров, разного функционала, с разным цветом. Это здорово, ведь не должны все ходить в одинаковых черных блестящих трехстрелочниках. Здесь циферблат печатный, стрелочка такая прям классическая, такое прям ровное, да, как копье у нас получается практически. Все максимально лаконично. Есть разные версии, но мне нравится с арабскими цифрами. И мне нравится, что здесь немножечко такой вот, как я уже сказал, какого-то интереса добавляет вот эти вот точечки по циферблату. Потом будем смотреть макро, подетальнее покажу. Кстати, по весу, у нас же часы легкие, что здесь получается? Даже 50 грамм не набирается, всего 47,3. Здорово.
Здорово. Ну что, по эстетике рассказал, да, по корпусу, стеклу, корпус окей за свои деньги, могло бы быть и лучше, но не придираемся, это все-таки мануфактура, да. А что может быть еще? Нравится, что здесь матовый ремешок, это хорошо, он достаточно тонкий, он, знаете ли, удобный, по крайней мере, вот один раз, когда я его надел, он удобный и неплохой, здесь ничего не цепляется за корпус, маленькая выемочка есть на корпусе, хорошо. Белая прострочка в тон тоже неплохо. На бакле есть логотипчик даже. Единственное, что, конечно, здесь не самый качественный ремешок, потому что, видите, один раз надел, уже вот у нас тут как-то кожа так топорщится. В общем, я не думаю, что его хватит надолго. Я думаю, что на активную носку недельки на 2 и не больше. И, конечно, хотелось бы здесь ремешок все-таки видеть за эту сумму несколько более качественный. К тому же мы знаем, что тот же Стайлер, там, например, делает там, из-за 1000 рублей, можно взять неплохие ремешки, уж явно дольше прослужат, чем этот. Вот, поэтому, ну, вот здесь небольшая недоработочка. Еще что хотелось бы, конечно, хотелось бы здесь видеть сапфир все-таки, поскольку, мне кажется, ну, добавьте его еще, не знаю, тыщенку, там, может, и 500 рублей, смотря где покупать, и сапфирчик бы здесь пришелся ко двору. Вот, это вот такие мои два замечания сразу по этой модели. Дальше давайте уже поглядим с вами макро. Так, ну вот она фактурка такая, да, клетчатая, очень симпатично. Матовая стрелка, печать здесь достаточно аккуратно исполнена и в целом окей. Мне нравится, неплохо. Ну, полировка грани, да, здесь мы с вами уже этот момент проговорили, но опять же, я, честно говоря, и не ждал здесь чего-то такого прям выдающегося. Ну, и можно посмотреть немножечко на механизм. Здесь, правда, отделкой никакой и не пахнет. Тоже, наверное, хотелось бы, все-таки вы открытую крышку оставляете. Понимаю, что, наверное, это стоило бы дороже, но мне бы хотелось. Ну, и самое время подводить итоги, я бы сказал так, что здесь много плюсов. Во-первых, альтернатив нет, да, те же самые там Майстерзингеры или Варио, ну, Варио не совсем однострелочник, это, конечно, просто в десятки раз дороже стоит. Других однострелочников на рынке, по крайней мере, адекватных, я не знаю. Здесь мануфактура, здесь выверенный дизайн, здесь классный размер, да, вот это все прекрасно. Здесь симпатичные циферблаты, можно выбрать под свой стиль, потому что есть разные вариации. Здесь, конечно, механизм на ручке, уже, опять же, повторюсь, и это здорово. Да, здесь 30 метров водозащиты и минеральное стекло, и не самый лучший кожаный ремешок. Но, опять же, я думаю, что опять в эту цену, в принципе, я бы даже, наверное, скорее простил этим часам вот эти некоторые недочеты. К тому же, все-таки это костюмник, все-таки там вы с ним плавать не будете. И на костюмнике сапфир, ну, это не первая необходимость. Да? Ну, а ремешки мы так или иначе все равно снашиваем, потом покупаем другие. Поэтому как часы, как вот объект того, что интересно носить на запястье, и как вот реально редкость, здесь все в порядке, мне эта модель очень нравится и буду, конечно же, с радостью ее носить. Пишите, как вам этот луч, чего еще из луча может быть посмотреть на канале, ну только пишите про интересные, реально интересные модели, вдруг что-то я пропустил. А на этом у меня все, всем пока, с вами был Дэн, увидимся.